Это видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я рада всех приветствовать на своем канале. Стол номер 1. И сразу возникает образ больницы с ее протертыми супами в эмалированных мисках. Не слишком-то вкусный образ, не правда ли? Но это совсем не означает, что, находясь на диете, стоит навсегда забыть о блюдах, которые вызывают аппетит. Для того, чтобы разнообразить свой стол, следует подойти к делу ответственно и с фантазией. В этой передаче я вам дам общее меню на неделю диетического стола номер 1 по Певзнеру. В следующих передачах вы узнаете, какое должно быть примерное диетическое меню на неделю при остром гастрите, примерное диетическое меню на неделю при хроническом гастрите с пониженной кислотностью, примерное диетическое меню на неделю при хроническом гастрите с повышенной кислотностью. Также я вам дам примерное диетическое меню на неделю при эрозивном гастрите, примерное диетическое меню на неделю при атрофическом гастрите, примерное диетическое меню на неделю при поверхностном гастрите, какое должно быть примерное диетическое меню на неделю при антральном гастрите и какое должно быть примерное диетическое меню на неделю при катаральном гастрите. Дорогие мои зрители, хочу предупредить, данная передача несет рекомендательный характер. Перед применением диеты проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Итак, начинаем. Диетический стол номер 1. Общее примерное меню на неделю. Итак, понедельник. Завтрак. На первый прием пищи овсяная каша на молоке либо вареники с творогом и компот из сухофруктов. Второй завтрак. Печеные яблоки, политые медом. Обед. Протертый овощной суп, мясное суфле, чай и кусочек ржаного хлеба. Перекус. Печенье Мария и некислый фруктовый сок. Ужин. Отварная рыба с протертым рисом либо с картофелем и чай с молоком. На ночь стакан нежирного молока до 1,5%. Вторник. На завтрак одно куриное яйцо в смятку, каша гречневая протертая молочная и чай с молоком. Полдник. Фруктовый кисель с кусочком сухого бисквита без крема. Обед. Слабый куриный бульон с фрикадельками, сухарики, ленивые вареники и компот. Перекус. Некислое фруктовое пюре. Ужин. Картофельное пюре с паровой котлетой и чай с молоком. На ночь выпиваете стакан нежирных сливок, либо ряженки, либо кефира. Середина недели, среда. На завтрак манная каша, сырники запеченные со сметаной, чай с молоком. Перекус. 1 банан. Обед. Суп картофельный, тефтели, зеленый горошек на гарнир и фруктовый кисель. Перекус. Фруктовый мусс. Ужин. Отварное мясо, кабачковое пюре и любой травяной чай. На ночь, как обычно, нежирный кефир, сливки, молоко, ряженка на выбор. Четверг. Завтрак. Паровой омлет, каша рисовая молочная и любой травяной чай. Полдник. Кусочек сухого бисквита со стаканом нежирного молока. Обед. Суп-пюре на курином бульоне с рисом, мясное суфле и сладкий фруктовый сок, разбавленный с водой. Перекус. Запеченная груша с сахаром. Ужин. Пюре из цветной капусты и кусочек курицы без кожи. Ну а на последний перекус, как всегда, любая молочная продукция, нежирная и без каких-либо добавок. Пятница. Завтрак. Молочный суп с вермишелью, творожный пудинг и любой травяной чай. Полдник. Любое фруктовое желе. Обед. Суп вегетарианский, паровые кнели с гречкой, компот из сухофруктов. Перекус. Галеты либо печенье Мария и отвар шиповника. Ужин. Отварная рыба и картофельное пюре. На ночь молочные нежирные продукты без каких-либо добавок. Шестой день недели, суббота. Завтрак. Каша манная, одно яйцо, сваренное в смятку, чай с молоком. Полдник. Кусочек сухого бисквита и стакан киселя.
Обед. Суп на нежирном мясном бульоне, тушеный кролик, гарнир с овощами и стакан компота. Перекус. Порция ягодного мусса. Ужин. Пюре из тыквы, паровая котлета и травяной чай. На ночь любые нежирные молочные продукты без каких-либо добавок. 7-й день лечебной диеты. Воскресенье. Завтрак. 2 отварных яйца в смятку, творожная запеканка и любой травяной чай. Полдник. Любая несдобная выпечка, то есть булочка и сок, разбавленный с водой, можно овощной либо фруктовый. Обед. Суп с клетками, мясо отварное, запеченное в духовке под соусом бешамель и стакан киселя. Перекус. Печеные яблоки с медом либо с сахаром. Ужин. Отварная рыба с отварным картофелем и чай с молоком. На ночь перед сном, как всегда, любая молочная продукция, нежирная и без каких-либо добавок. Это был видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравился этот ролик, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые диетические рецепты, а также последние новости про здоровье. Всем пока-пока!